Прошли первые заморозки серьезные, и георгины почернели. Здравствуйте, мои дорогие друзья, гости, подписчики моего канала, любители выращивания садовых цветов. В этом видео я вам покажу, как выросли корни георгин, что они из себя представляют. Сейчас середина октября, у нас прошли достаточно сильные уже заморозки. Побеги у георгин побило морозом, они почернели, и я их обрезал примерно на высоту около 20 сантиметров. Ну и, соответственно, цветы тоже все побило морозом. Вот что от них, в общем-то, осталось. Это здесь у меня на этой грядке росли летом георгины сорта Далия 70. Я о них снимал видео, показывал вам, как они выглядят, и рассказывал про летний уход за георгинами. Ну что ж, подошла осень, даже середина осени, я бы сказал. Георгины пора выкапывать. Кто не знает, георгины не зимуют в средней полосе в земле, то есть приходится выкапывать корневища георгины, хранить их в погребах, в подвалах при температуре примерно плюс 5, ну максимум плюс 10 градусов желательно. А так хранятся они хорошо в сухих прохладных помещениях с температурой плюс 2, плюс 3 градуса. Ну, примерно условия должны быть такие, как при хранении овощей или, например, картофеля. Итак, повторюсь, что сейчас я вам показываю растения, которые я вырастил в этом году из черенков. Как выращивать георгины из черенков, у меня есть отдельные видео. Это несложный процесс, но нужно знать, конечно, агротехнику. Итак, георгины благополучно отцвели. Цвели георгины, выращенные из черенков, ничуть не хуже, чем георгины, которые были посажены корневищами. И, в принципе, хорош этот способ для того, чтобы размножить понравившийся вам сорт георгин и получить хороший, сильный посадочный материал. Итак, сейчас давайте выкопаем вот этот корешок. Вот здесь рядом у меня также растет еще один корень. Его тоже выкопаем. И я вам покажу, что я дальше с ними делаю после выкопки, в чем я их храню. Должен вам сказать, что достаточно неплохие выросли в этом году клубеньки. Очень важно регулярно вносить фосфорно-калийные подкормки, чтобы был хорошо развитый клубень. И очень важно, чтобы на нем были вот такие вот, ну как картофелинки, что ли, клубеньки, то есть такие утолщения. Это очень важно, чтобы корень хорошо сохранился. Потому что если вот этих клубеньков не будет, то такой корешок, в принципе, уже бесполезен и на следующий год вряд ли сохранится. Ну и также важно, чтобы вот эта часть, корневая шейка, была такого коричневого, не зеленого цвета, чтобы она была вызревшей, ну можно сказать так, одревесневшей. Такой коричневый цвет у ней должен быть. Давайте посмотрим еще второй корешок, как выглядит. Ну вот, смотрите, тоже есть клубни, хорошее развитие и, соответственно, коричневый цвет у корневой шейки. Вот он постепенно переходит в зеленый, а вот здесь вот он коричневый. Это то, что надо. После выкопки я складываю корни георгин вот в такой вот пакет. Обычный целлофановый пакет из супермаркета. Землю я с них не отряхиваю, она постепенно сама высыхает. И в то же время вот эта вот земля, которая находится на георгинах, на корневищах, она предотвращает их быстрое пересыхание. Это мой способ хранения, которым я уже пользуюсь не один год. Кому-то может показаться он не совсем правильным, но тем не менее так у меня хорошо георгины зимуют. Вот этот вот пакетик с корнями георгин я опускаю в погреб, и температура у меня там не самая оптимальная. Она высоковата, конечно, для георгин, но тем не менее вот таким способом прямо
в целлофановом пакете, но ни в коем случае я его не завязываю, он остается открытый всю зиму. Вот при таком способе хранения у меня хорошо, в принципе, зимуют корни, и в следующем году бывают, конечно, выпады, но, как правило, из 10 корней 8-9 штук благополучно хорошо зимуют. Всем большое спасибо за просмотр, хорошего вам цветения.